Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о наушниках от компании Yanin, которая наверняка уже у всех на слуху. И это их новая модель, называется Canon 2, а их стоимость составляет $379. Приходят они в очень такой хорошей черной картонной коробке среднего размера. На лицевой части здесь имеется логотип компании Yanin и название модели Canon 2. Здесь сбоку указан выбранный коннектор у кабеля. Я выбрал 3,5 мм джек, но вы также можете выбрать балансный 4,4 или 2,5, если вам это, конечно, нужно. А еще здесь указан адрес производства этих наушников. Но сзади, как всегда, указаны технические характеристики. За звук здесь отвечает один динамический излучатель и 4 арматурных драйвера. А чувствительность наушников составляет 112 дБ, и они получили 27 до 40 Ом импеданс. Да, он может меняться. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. И первое, что нас встречает здесь, это надпись на коробке, которая переводится как «принадлежит аудиофилу». Неплохо. А здесь уже находится такая карточка с картинкой самих наушников, сзади которой указаны характеристики на китайском и режимы переключателей. А здесь еще находится немного различной макулатуры, которую, кстати, не так просто достать. Здесь также есть различное описание продукта, как подключать кабель, что входит в комплектацию. Вот такая гарантийная карточка с моим серийным номером. То есть здесь все строго соблюдено. У каждой модели свой номер. И вот такая VIP-карточка. Ну, выглядит довольно прикольно. Но в этом маленьком пластиковом кейсе находится вот такой достаточно хороший комплект фирменных амбушюр Yanin. Точно такие же шли Canon 1. И на самом деле они довольно хороши. Можно использовать наушники с ними без каких-либо проблем. Но все самое интересное, друзья, находится именно здесь. В этом фирменном кожаном кейсе. Очень такой плотный, среднего размера. Реально хороший, качественный кейс. Здесь находятся наушники уже с подключенным кабелем к ним. И выглядят они, друзья, реально прекрасно. На правом наушнике есть логотип компании Yanin, а на левом название модели, то есть Canon. Но мне безумно понравился вот такой новый, обновленный, дерзкий и более молодежный стиль оформления корпуса с 3 такими полосками. И все так интересно переливается на свету и выглядит вживую очень круто. Но корпус наушников выполнен из медицинской, очень гладкой и приятной тактильно смолы. И установлен у них здесь разъем 2 пин. К сожалению, я его показать сейчас не смогу, так как снять данный кабель на самом деле не так просто. И я бы рекомендовал вам сразу определиться с коннектором, который вам будет необходим, чтобы не менять вот этот кабель. Но акустическое отверстие отведено здесь назад. У левого наушника оно с синей такой окантовкой, да, а у правого с красной. А здесь рядом расположились 2 переключателя на обоих наушниках. Они всего лишь регулируют исключительно низкие частоты. И как по мне, это правильное решение, так как остальную часть диапазона в этих наушниках ну точно нет смысла регулировать и что-то уж тем более добавлять. Поэтому мы всего лишь включаем сразу 2 переключателя на правом и на левом наушнике и получаем отличный подъем на 10 дБ на низких частотах. И если для вас количество баса в таком случае уже много, то вы можете просто оставить включенным только первый переключатель. Но с посадкой и эргономикой здесь все в полном порядке. В ушах данные наушники сидят отлично, довольно плотно и обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
Ну и пару слов о комплектном четырехжильном кабеле. На мой взгляд, он хороший, достаточно гибкий, имеет хорошие, правильные сформированные заушины, поэтому они не доставляют вам неудобств никаких. И коннектор 3,5 мм джек в моем случае. На нем, кстати, есть логотип компании Yanin. Ну и куда без 2 пин коннекторов для подключения к наушникам, на них указан правый и левый канал соответственно. Поэтому в противофазе вы их точно не подключите. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этой модели. И вот так выглядит их график АЧХ, и настроены они очень интересно. Здесь есть и достаточное количество баса с легким и аккуратным заходом на средний диапазон и плавное перетекание в область верхней середины. В дополнении с очень продолжительными и, главное, сдержанными высокими частотами. А теперь, как всегда, начинаю подробный разбор с их низких частот. Сразу скажу, что саббасовая область в этих наушниках безумно плотная и массивная, она действительно хорошо акцентирована, особенно при включении всех переключателей. И саббас имеет отличную глубину и вес. Да и текстурная проработка находится на хорошем уровне, хоть и тонально бас ощущается довольно теплым. А также меня порадовало то, как саббас отлично прослушивается даже когда играет на низких нотах. И да, друзья, мне безумно нравится сабвуферный эффект, который дают эти наушники. У них есть реально интересная особенность, которая была заметна мною сразу. Бас в них не играет как небольшой шарик, да, в пространстве. Наоборот же, он очень широкий и акцентированный и обращает внимание на себя сразу. Лично мне это очень необычное ощущение понравилось, особенно при прослушивании хип-хоп и электронной музыки, где уделяется много внимания низким частотам. Но мидбасовая область здесь не менее хорошо подчеркнута, чем саббас. Она отлично контролируется, не затрагивая средний диапазон, но ее резвая скорость с плотной хорошей атакой в дополнении с прекрасным ощущением массы и объема и практически превосходным воспроизведением гармоник и сатурации баса действительно удивляет. Да и затухания здесь также остаются на очень высоком уровне. Да, они немного вальяжные, но зато не такие обрывистые, как могло бы быть. Ну а средние частоты в этих наушниках мне сразу понравились за счет своего хорошего ощущения тепла и практически превосходной прозрачности. Тонально они также довольно теплые и не такие холодные, как, например, в наушниках BGVP NS10. И Canon больше уходит в такую приятную, в меру драйвовую музыкальность, чем какую-то лютую мониторность и аналитичность, как BGVP NS10. Ну а в совокупности с широким пространственным ощущением вокала и правильным расположением инструментов, действительно эти наушники удивляют каждый раз при прослушивании. Что мужской, что женский вокал в этих наушниках звучит отлично, чистенько и детально, и каждый призвук, каждый вздох будет услышан вами. Да и он достаточно выдвинут и акцентирован в пространстве вперед, что на слух очень звучит так приятно, и исходя из моего большого опыта прослушивания различных наушников, я считаю, что именно такая постановка голоса звучит очень красиво и универсально в большинстве музыкальных композиций. Что касаемо малых барабанов, то они отлично подчеркнуты в миксе, но что мне нравится, так что они не стараются взять на себя много внимания. В музыке они довольно аккуратные и нейтральные, с хорошо подчеркнутыми транзиентами, и при ударе не дают никакого сибилянтного визга. Ну и конечно же инструменты, входящие в этот диапазон, также звучат очень наполненно, богато и естественно, с отличными натуральными тембрами, с высоким разрешением и детализацией, без каких-либо арматурных призвуков и проблем. Особенно советую послушать акустическую инструментальную музыку. То, как в этих наушниках все подается, действительно просто удивляет. Ну а высокие частоты в Yanin Canon 2 здесь у них заметен. Очень нейтральный, такой гладкий музыкальный подход к настройке. С хорошей детальностью, и в итоге мы имеем слегка такую теплую, чуть смягченную подачу с умеренной техничностью и отличным достаточным блеском на хай-хетах и крэшах. То есть тарелочки здесь не берут на себя много внимания, а всего лишь плавно дополняют музыкальное полотно. И да, определенно стоит сказать, что вы не встретите в этих наушниках никаких резонансов. Так
так как они не супер требовательные к качеству записи и не сильно уходят в какую-то жесткую аналитику. Поэтому даже в тяжелой металл или рок-музыке с кучей грязных, перегруженных дисторшеном инструментов, эти наушники по-прежнему выдают эту область очень безопасно на слух, не давая вам обращать внимание на какие-то проблемы записи в прослушиваемой вами композиции. Ну и также стоит отметить отличный уклон микро и макро детали, поэтому все перкуссии и различные звучки будут у вас как на ладони. И несомненно здесь имеются очень такие продолжительные хвосты от эффектов реверберации, которые не обрываются очень резко, а наоборот имеют очень длительное продолжение за счет хорошего как раз таки расширения высоких частот. А звуковая сцена в наушниках Yanin Canon 2 получилась достаточно широкой и, я бы сказал, правильной. Так как у Canon нету чрезмерной излишней растянутости образов и их расплывчатости, и при этом здесь имеется превосходная стереопанорама и ее проработка. А отличная глубина погружения и прекрасная прорисовка каждого отдельного инструмента здесь удивляет. Вы без проблем можете разделить и разложить каждый инструмент или ударный барабан на отдельные слои. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Yanin Canon 2 для меня получились шикарными наушниками с очень теплой, аккуратной и в меру техничной и аналитичной подачей. У них есть очень плотные и подробные на текстуру атакующие низкие частоты, в дополнении с достаточно прозрачными и весомыми средними частотами и не резонирующими, но очень подробными высокими частотами. В совокупности с широкой сценой и стереопанорамой эти наушники становятся буквально хитом, который подойдет для всех. Для такого неутомительного и безумно комфортного прослушивания с хорошим выделенным драйвом. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.